И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Host Play. Мы продолжаем свой цикл гайдов по игре Viking Rise. Я играю на 213 сервере в клане под названием Триарии. Обязательно, если хотите поиграть, советую этот сервер, советую этот клан. Мы пытаемся развиваться, пытаемся выйти в топ, а мы продолжаем. Сегодня я хочу поговорить о таких вот событиях, которые происходят в игре Viking Rise. Я затрону большинство событий, которые уже прошли или которые сейчас будут, и объясню, как и в каком событии себя вести. Давай по порядку. Первое событие — это собрать снабжение. Частенько это событие проходит, надо просто выполнять еженедельные цели, ежедневные, чтобы получить редкие награды. Все это в описании, это бред, просто дается время, в данном случае дали сколько? Один день, грубо говоря, 2 суток дают на то, чтобы собрать ресурсов, там вроде бы 10 миллионов в общей сложности. Конечно же, они разделены между... Там, может, сначала 500 тысяч, миллион, там 2,5 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов. И также и черпать точку ресурсов. Там 5, 1, 10. То есть как-то исчерпать точку ресурсов. Это полностью ее собрать, и чтобы ее не оставалось. Можно подбирать огрызки, то есть кто-то не добрал, вы зашли и собрали как бы. И выполнили задание. Задание немного дает, точнее событие немного дает наград. Оно дает там несколько осколков золотых сборщиков, золотых героев, которые только нужны для сбора грузчиков. Ну и дает несколько сундучков, а также ресурсы. На этом событие закончено. Поговорим о другом событии. Называется Горн Викингов. Он сейчас в данный момент идет. Горн Викингов. Как в него играть? Это как в стрелялках, в Call of Duty, там в пабах. Это как Battle Pass, вот этот сезонные коробки, вот это сезон. Также можно купить премиум, то есть за 499 кристаллов, но это где-то 500, может, рублей. И ты будешь получать и верхние бесплатные, и нижние. Я не думаю, что Горн Викингов окупается по своей цене. Наоборот, я думаю, он не окупается, не стоит его покупать. Как его выполнять? Вот эти очки набираются, если вы будете выполнять ежедневные задания. То есть один день 100 заданий, вот здесь. Ежедневных надо добрать 100 до конца очков заданий. Тогда получишь и в Горне Викингов 100 очков. Обычно это событие длится 14-15 дней, может даже больше. Пойдем дальше. Награды только бесплатные, думаю, есть смысл выполнять, покупать. Ну, не знаю, это ваше, конечно, дело, но я бы не стал тратить на это деньги, ведь можно потратить куда-нибудь и на более перспективное, лучшее вложение в игре. Теперь дальше. Направленное развитие. Данное событие, оно проходит часто. То есть вам попадается, вы должны сначала выбрать или... Вот здесь будет выбор между 4 направлениями. Или развитие территории, то есть стройка, или исследование делать, или тренировать войска, или выбивать животных. Вот вы выбрали, и вот они награды. То есть я выбрал тренировку войск. Вот мне нужно набрать очки, тренируя войска, поднимая мощь и получать вот эти вот все награды. Как бы прям, чтоб хорошее было событие, не сказал. Это обычное проходное событие, которое дает немного
Немного ресурсов, немного ускорений, но почему бы не выполнить? Тем более, что можно его выполнить и без вложения даже ускорений или денег. Дальше. Возрождение героя. Это событие появляется, не так часто я его вижу, но суть его в том, чтобы убивать врагов. То есть, вот, допустим, крикун, топоры, вот оно, вот отряд, третий Т3, с Т3 войсками 92 тысячи, убьешь, получишь награду. Не пугайтесь, этот отряд не такой сильный, как кажется. Даже если у вас Т3 и в нем нету 92 тысячи войск, я думаю, вы с легкостью можете победить. Давайте даже сейчас мы возьмем и вызовем. Вот отряд. Да, у меня не все на ресурсах собирают. Но как лучше выполнять это задание, чтобы было меньше потерь? Собирайте отряды. Желательно не один. Если у вас может поместиться 3-4 отряда, есть войска, все 4 отряда вы выводите и бьете толпой. Так вы можете продвинуться даже дальше, чем Т3. Убьете один, вот этих 3 штуки, появятся еще 3 штуки уже посильнее, потом еще сильнее, там с Т4 войсками, с Т5 войсками и так далее, и так далее. Награды будут также увеличиваться. Тоже можно хитростью бить как бы всеми отрядами этот один отряд и получать награды. Ничего сложного. Так, дальше по событиям. Календарь событий. Так, Горн поговорил. Колесо фортуны. Давай смотреть. Колесо фортуны — это, так сказать, лохотрон. То есть вы влаживаете сюда деньги, можете покупать, вот они монетки. За реальные деньги влаживаете и крутите, чтобы выбивать героев. Герои падают нечасто. Вы можете также купить 10 прокруток или даже 20, купленные за самоцветы. То есть за день можно купить 20 за самоцветы 1000. Тоже не думаю, что стоит в это тратиться. Как выпадают герои, то есть как они вообще здесь появляются. Вот сейчас в Верданге, почему не Артур или почему не Верд? Данное событие, оно идет после правления викингов. Допустим, правление викингов первое там было на Верданде. Когда вот 4, там 5 раз вот это вот событие прошло, обычно 4. На одного героя идет 4 правления викингов. Может больше, ошибаюсь. 4-5 точно. Это можно проверить по первым местам. То есть осколков надо первое место правления викингов. Там дает 300 осколков. Если 4, то это будет 1200 осколков. А это один целый 6-звездочный герой. Так что, скорее всего, 4 правления викингов. После каждого правления колесо фортуны. Первое, когда идет в Верданде, оно идет на Верда. Потом оно идет, когда проходит 4 правления. Вот у нас сейчас правление Артур. Здесь появилось в Верданде. После здесь будет уже Артур. То есть это правление, оно событие чисто для донатеров. Если кто-то там не успел или не смог, или хочет усилить свой отряд еще, то есть в Верданде до конца не прокачано с помощью правления викингов, он закупается, берет здесь, влаживает сюда деньги и выбивает здесь ее. Повторюсь, я не думаю, что это хорошая идея, хорошее вложение денег, потому что шанс выпадения очень маленький. Проще покупать эту Верданди в еженедельном наборе. Или в ежедневном, вот здесь. Чем выбивать на рулетке. Вот тут ее выбрать и здесь скупать. Так, дальше. Дальше у нас по событиям. Так, направленное я сказал. Возрождение я сказал. Колесо. Так, круги задания.
Это чисто донатерское событие. То есть вам нужно будет, там идет цепочка заданий. Первое задание, там, допустим, собрать ресурсов или что-то сделать. Ну, не факт. Второе задание уже нужно будет пополнить магазин, то есть пополнить баланс, купить что-нибудь там, настолько там самоцветов. И дальше идет опять что-то сделать, потом опять купить, что-то сделать, купить. В итоге вот так получаются награды с этого события. Я это событие не выполняю, я не доначу в это круги задания, но отмечу, что награды там хорошие, и вот здесь вот можно было бы купить наборы. Там дают вроде бы золотые камни умения, осколки легендарного умения, чтобы прокачивать золотые умения, а также осколки легендарного героя, чтобы прокачивать героев. Гадание судьбы. Ой, гадание судьбы — это тоже платное вроде бы событие, где надо за кристаллы открывать рандомно, грубо говоря, лотерею. Открываешь, может выпасть герои. Могут выпасть не герои, может что-то другое выпасть. Так что выкачка просто кристаллов. Мобилизация племен. Это очень важное событие. Оно клановое. В чем оно заключается? Вы берете задание, выполняете его, сдаете, получаете очки, которые идут и в личный рейтинг, и в рейтинг племени. Чем выше личный рейтинг, тем лучше награды. Ну, там, конечно, в личном рейтинге не такие хорошие награды, чтобы прям туда влаживаться. А вот рейтинг племени очень хорош. Вот эти награды, 10 тысяч кристаллов, даже больше. Если вы займете первое место, вы их получите на весь клан. То есть если ваше племя получит это первое место. Конечно же, там свои нюансы. Например, R4 должны постоянно обновлять задания. R4 могут обновлять задания, там вы увидите список заданий. Там одно там 300 очков дает, второе 200 очков, 100 очков. Вот R4 постоянно должен мониторить, обновлять. Оно обновляется для всех участников племени. И искать, ну, минимум 300 очков, чтобы было задание. Чтобы все люди, которые выполняют у вас в клане, не тратили свои ресурсы и свои силы на маленькие задания, а брали уже побольше и выполняли большие задания. Тем будет и им хорошо, и вам будет хорошо. Всему племени. Так быстрее наберете очки. Ну и есть еще событие. Триатлон викингов, его нету. Ну, там просто берешь, включаешь таймер. Чем быстрее ты выполнишь там определенные задания, тем больше награды получишь. Как по мне, бестолковое событие, которое нужно обязательно тратить ускорение, которое нужно обязательно тратить кристаллы, и не стоит оно того. Есть события, в которые кристаллы и ускорение тратить желательно. Кстати, про кристаллы. Вот оно, мобилизация племен. Желательно. Вот прям вот, если вам хочется максимально как бы помочь и племени, и максимально и самому развиться, вы собираете кристаллы. Вот прошел мобилизация племен, вы не тратите кристаллы там всю неделю или 2 недели, смотря сколько мобилизация, когда она начинается. Вроде бы она раз в неделю, эта мобилизация. Или раз в 1,5 недели. Собираете кристаллы, и мобилизации племен будут задания, которые не очень, так сказать, они несложные. Вам просто нужно потратить кристаллы. Берете эти задания, они очень, кстати, побольше очков дают, чем обычные задания, и напрягаться особо не надо. И вот берете задание 7,5 тысяч кристаллов. Взяли это задание, зашли в VIP и купили на 7500 кристаллов VIP. Все, задание выполнено, и VIP прокачаете. Как бы не впустую это ушло, что вы бы качали VIP просто сами по себе. Или вы потратите это на мобилизацию племен, что даст и вам очков, и племени очков. Может быть, в племя так выйдет в топ благодаря вашим действиям. И
вы получите награды еще за это. Дальше событие. Закон джунглей. Как по мне, самое важное событие, одно из самых важных событий — это закон джунглей. Здесь можно получить героя. Осколки Иваны. Только тут. Вам надо обязательно, как бы вам не было лень проходить закон джунглей на максимум стараться, ну или хотя бы 3 победы. Вот есть ежедневная награда, где ее не особо-то и сложно получить, просто 3 раунда джунгли поиграть, пройти 1 раунд арены джунглей, ну, ничего сложного. А вот здесь накопительные награды. То есть вам надо занять первое место в общей сложности 1 раз. Именно есть полегче задание, это получить более 3000 очков в джунгли в целом. То есть вы играете в джунгли, вы там убиваете, вы собираете. По джунглям я выпущу гайд чуть позже. Ну вот, как бы это складируются очки. Вот вы играете там сколько? 10 раз сыграли, вот за эти 10 матчей вы накопили 3000 очков. То есть это не обязательно за 1 матч, это вот за 10. Вы накопили 3, 6, там, тысяч, 8, получили награду. Сложность состоит именно в занятии первого места. В законе джунглей очень сложно первое место занять, потому что бывает попадаются очень сильные противники, потому что играют в законе джунглей со всех серверов. Вам могут попасться и с героями, которые уже у вас еще даже не открыты. Там после 2-го КВК, после 1-го, такие как Хельгар, там Бьорн и так далее. Но 3 раза в общей сложности занять возможно. 5 раз не знаю, это прям надо стараться, это долго сидеть, психовать, а вот 3 можно. И, получив эти все очки, вы переходите в магазин. Ни в коем случае не тратите на вот эти всякие ускорения, на всякие ресурсы, на вот этих вот фиолетовых героев, на расширение и так далее. Все покупайте только Иванну. Это очень хороший герой, который вам пригодится. Я о нем сделаю гайд позже. Но герой, не зря его так сложно добыть и очень долго добывать. Он очень, можно сказать, один из лучших золотых героев. Тем более, что бесплатных. Только ваш труд. Дальше. Правление викингов. Это, как по мне, самое важное событие, которое есть в этой игре. Каждую там 1,5 недели или каждые 2 недели вам надо собирать сумку ресурсов. Вот вы начали играть, первое правление там вот прошло, там кое-как там вы сделали, потому что ресурсов особо нету, ничего нету, окей. Как бы правление викингов, вот как у меня, оно только недавно закончилось. Мы копим сумку с ресурсами, все ресурсы, все ускорения, все копим осколки героев. То есть мы не улучшаем героев, а мы копим. Копим вот эти вот камни души, то есть камни призыва. Все мы это копим до правления викингов. Я объясню почему. Так, чем больше вы накопите, тем выше вы будете там в рейтинге. А скажете вы мне, а как же тогда нам развиваться? Ой, насчет развития вам просто надо тратить ресурсы, которые вы собираете сами. То есть вы живете, ускорение особо не тратите, то есть поставили стройку, поставили исследование, оно само по себе исследуется, вы собираете ресурсы, тратите их там в магазине умения обязательно скупать, вот это вот все. Вы тратите там в таверне меда, вот здесь тоже за бесплатно все скупать, вот эти вот все за ресурсы, всякие ништяки. И ждать правления викингов. Направление викингов. Первое, оно состоит из 6 дней, а в начальных серверах оно состоит из 5 дней. Сейчас скажу первое.
Вот началось правление викингов, первый этап. То есть каждый день новый рейтинг, новые задания, которые в общем складируются в общий рейтинг. В том числе и рейтинг за награды. То есть первый день развития инфраструктуры. То есть как раз таки вот эти все ускорения, все ресурсы, которые вы копили, вам надо усиленно брать и исследоваться, строить. Чем выше вы попадете в рейтинг, тем больше здесь получите наград. То есть для этого надо бы лучше сидеть и как бы развиваться медленно, а направление викингов все это истратить, тогда вы, во-первых, и награды за это получите. И какая разница, что вы будете в течение всей недели, допустим, улучшаться, тратить ускорение, или вы подождете и направление викингов резко усилите все, насколько могли бы усилиться. Еще и награды за это получите. Первый день — это исследование, стройка. Желательно вот на максимум, чтобы в рейтинге быть повыше. Дальше. Второй день — это победа над врагами, то есть это лидеры нефлунгов, это нефлунги. Что насчет этого советую, так это не бить лидеров. То есть весь день, там задание 1500 получается будет за одного нефлунга убийства и 6000 очков за лидера. Лидеры может показаться на первый взгляд, что они намного выгоднее, но это не так. Во-первых, это вы будете весь день бить этих лидеров. Кстати, вот второй день как раз таки, вот для этого и надо копить энергию, чтобы на правление викингов во второй день всю ее истратить на лидеров и на нефлунгов. Что я предлагаю? Вы вводите все свои отряды, 3-4 отряда, может у вас 5 уже отрядов. И вот так нажимаете, всех их собираете и всеми бьете одного лидера. Музыка очень громкая. Резко. И все бьете одного лидера. Получается, вначале невыгодно, но... Сейчас я покажу. Так. Если вы не будете заходить домой этими отрядами, а будете дальше бить, поэтому я рекомендую бить лидеров маленьких уровней, чтобы, во-первых, бить очень быстро их, но так, чтобы каждый из ваших отрядов успел ударить хотя бы раз, чтобы получить награды. Во-первых, это сэкономит ваше время. Во-вторых, если вы не заводите отряды домой, и у вас будет накапливаться благословение Нирна, или как-то так называется, оно 5, если будет 5 из 5, то оно наполняется, если вы будете последовательно, не заходя в замок, бить нефлунгов, то у вас будет снижение потребляемой энергии. То есть вместо 48 энергии, которую вы тратите на нефлунга, чтобы его убить, вы будете тратить 38. Вот такое событие. Так. Третий этап — это строить войска. Как раз таки тоже. Поэтому ускорение не тратить. На тренировку. Вооружение войск. Чем больше вы войск переделаете, тем больше как бы в рейтинге будете. Сейчас покажу. Допустим, насчет грузчиков, конечно, не стоит их качать до зеленых, только первого уровня. Это потом объясню почему. Допустим, вы только начали играть, у вас там Т3 войска куча, но у вас уже открыты Т4. До правления викингов ставите Т4, строится. А направление викингов именно на вот этом дне вооружения просто переучиваете Т3 на Т4. Это будет и меньше по ресурсам, и меньше по ускорениям, и очки как бы будут накапливаться тоже неплохо. То есть больше получите очков и переучите свои войска. Дальше. Четвертый этап. Закупка ресурсов. Закупка — это немного не тот перевод. Вам нужно просто собирать ресурсы на карте. Включаем бафы,
перед тем, как начнется это событие, рекомендую взять, допустим, вот осталось час до этого события, ну, это 3 ночи, когда он обновляется. Час-два до этого события вы берете все свои отряды и отправляете на самую жирную плитку с золотом, которую найдете. Вот оно будет собираться и как бы уходите спать, да? Вы просыпаетесь, они собрали золото, и вот как бы в самом начале уже будут очки. Золото дают самое большее очков. То есть вы просыпаетесь, у вас уже есть очки, и дальше вы уже включаете баф на ускорение, вы подбираете руну, идете на ускорение, смотрите, какой сезон сейчас. То есть сейчас сезон у меня по сбору золота, эффект сбора золота плюс 10%. И 2 отряда вот по сезону, остальные именно потому, что они собирают. То есть у вас грузчики, они специализированы на своих ресурсах. Кто-то на дереве, кто-то на сборе еды. Это смотрится здесь. Вот он собирает еду и камень. Другие собирают, сборщики, другие ресурсы. Они, даже если вы поставите все на золото, вот как сейчас в сезоне, они не будут так эффективно собирать ресурсы, как собирали бы свои. То есть у них больше бонус именно по своим ресурсам. Так что каждого на свой, просто заходить периодически и добирать ресурсы. То есть только ушли, опять ставите и опять выходите. Дальше. 5-й этап появляется только уже в более старых серверах. Конечно же, у вас будет вместо 5-го вот этот пир грабителей. Я к нему пойду позже. Ну, давай сначала по порядку. Доблестные кони. То есть он появляется позже. Почему нужно копить камни призывов? Почему не надо улучшать героев, то есть копить их не осколки? В том числе и призывать коней, вот этих всех, всю энергию коней, которую вы собираете, вот поддерживайте на 150, там можете в день там использовать разок, все равно оно будет прибавляться, ну, чтобы к этому дню у вас была полная энергия. Здесь тоже копите, ничего не тратите, и вот на этом 5-м дне, я повторяюсь, это на старых серверах, на новых будет пир грабителей. На этом дне все используем. Этот день дает... в этот день нужно улучшать героев, то есть по звездам их. Поэтому осколки не надо тратить. Вот когда будет этот день, тогда можно просто взять и всех поулучшать. Также дают очки за то, что вы призываете. Чем больше камней, тем больше тоже энергии будет. Точнее, не энергии, а очков. И... самое главное, что и кони тоже вы призываете. Призывать лучше самых маленьких. Там идет за очки не за легендарные или эпических призванных питомцев, а за любых. То есть там 1500 очков там за одного там призванного питомца. Просто берете и призываете за 2000 на максимум. Тем самым повышая свой рейтинг. И вот 6-й пир грабителей, а у новых серверов это будет 5-й день. Это день убийств. Если вы... В этот день нельзя собирать ресурсы, потому что вас обязательно собьют. Здесь в этот день каждый друг друга будет сжечь, убивать, вам будет стать в щит. Если вы, конечно, хотите быть... Если вы посильнее, то вы вводите в свое войско самое сильное, 2 войска, ищите там, кого можно. Желательно, конечно, на плитках сбивать. Вот они там, плитки, здесь будут красненькие ваши враги. Но, конечно, это все зависит от того, политика вашего сервера, вашего клана, кого можно грабить, кого нельзя. Вы обязательно смотрите, а то вам сожгут, будет вам больно. То есть ходите, пир грабителей. Многие, кто донатер, у кого много уже сил, они именно города жгут. Лично я города никогда не сжег. Направление на пир грабителей я обязательно только сбивал с плиток, потому что это и войска не тратятся, и ты очки набираешь. Как бы на плитках
помимо этого еще слабые войска, там грузчики и так далее. Ты просто ходишь, убиваешь, там я и миллиона достигал, даже вот с маленькой мощью. Так что вот такое вот правление викингов. Вот вы в каждом там залезли в рейтинг, получили награды, да? Чем выше, тем лучше награды. И все это складируется в общий рейтинг. Вот тут самое интересное. Чем выше здесь вы, тем больше вы получите осколков золотого героя. То есть первое это было Верданди, сейчас Артур. Будут другие. Направление викингов так вообще будет два сразу правления. Точнее, не правление, на КВК будет сразу два правления викингов. На Безграничного и Бьорна. То есть чем выше, тем больше осколков. Конечно же, ну, без доната, конечно, будет залезть тяжело именно первое получить место, тут только донатер. Но скажу за себя, когда я играл на другом сервере, я не донатил. Я все это собирал так вот неделю, там две между правлениями викингов. И все использовал просто. И как бы я минимум 50-75 очков, иногда и 100 осколков я получал. Я заходил в рейтинг на 6-10 даже место. Так что все зависит от ваших умений распоряжаться своими ресурсами. Также есть еще одно событие, называется... Не помню, как оно называется. Ну, там нужно будет выбивать сундучки вот этого вот героя, Лендольфа. Как только мы будем о нем говорить, гайд я про него сделаю, я и скажу, и какое событие, и как его выполнять. Ну, про события мы вроде бы все рассказал. Подписывайтесь на канал, развивайтесь правильно. Всем до встречи, всем пока.